Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами используем перо и попрактикуемся на латинской букве U. А теперь для того, чтобы на практике закрепить этот инструмент, мы сейчас нарисуем букву U. Она у нас тоже уже создана, но я ее перерисую заново. Поэтому открываю ее, удаляю нарисованный контур, мне он сейчас не нужен. Я уже добавил маску, которую я сейчас буду обрисовывать, и выбираю инструмент Pen Tool. Тут, в принципе, вот это все мне не нужно. Можно по-простому, скажем так, воссоздать ее. Кликаю, теперь мне нужно вот так сделать, вот так. Здесь вот так вот, грубую делаю вот такую зарисовку. И получаем вот такую букву U. Ну, как видите, получилось она не очень хорошо, потому что нужно заранее прогнозировать, как будут выглядеть эти контуры. Теперь нам, в принципе, что нужно сделать? Нам нужно его поправить. Я вот это двигаю сюда. Здесь вроде бы нормально. Вот это выравниваю. Здесь лишние узлы я убираю. Пока можно это отключить. Вот здесь тоже не очень хорошо получилось. Вот тут меняю тип двойным кликом на фиолетовый. Ну, в общем, все не очень ровно получилось. Но, тем не менее, я могу, воспользовавшись инструментом трансформ панелью, точнее, вот так вот выровнять. Вот это, наверное, тоже можно как-то выровнять. И вот это тоже можно выровнять. Вот. Ну, в общем, как-то получилось-то не очень на самом деле хорошо, потому что такие вот скетч-зарисовки я не очень люблю делать. Вот. Но, тем не менее, это самый такой очевидный и простой процесс использования инструмента Pen Tool. Вот. Но я обычно рисую иначе. Сейчас мы попробуем нарисовать по-другому совершенно. Я выделяю контур-тулом весь этот контур и удаляю его. Включаю заново маску. И теперь мы повторим все то же самое, только немножко по-другому. Я выбираю инструмент Pen Tool, и вместо того, чтобы комбинировать добавление гладких узлов, угловых узлов и тангенциальных, я просто сделаю все обычными угловыми узлами. То есть я ставлю точку сюда, ставлю точку сюда. Теперь с зажатым шифтом, чтобы у меня точка никуда не уходила, видите, у меня вот этот кружочек, он не двигается по всему полю. Он с зажатым шифтом двигается только по вертикали. Это позволяет мне заранее сделать, скажем так, вертикальный сегмент. Поэтому я кликаю сюда, опускаю Shift, кликаю сюда, снова зажимаю Shift, кликаю сюда. Теперь с шифтом кликаю сюда, кликаю, допустим, вот сюда. Теперь мне подсказка помогает отцентровать примерно это все по одной вертикали. Кликаю на минус 10, чтобы у нас был овершутинг для овальных. Снова кликаю сюда с зажатым шифтом. Да, в принципе, shift мне здесь не нужен. Здесь мне красные вот эти подсказочки говорят, что я нахожусь напротив этих узлов. Кликаю сюда и закрываю контур. Переключаюсь на инструмент контур. В принципе, что у меня здесь получилось? Теперь у меня получились контуры, немножко отличающиеся по толщине. Ставлю букву H и O рядом, чтобы понимать, какая у них толщина будет. Здесь минус 10, здесь минус 10, здесь все хорошо. Ширина этой вертикали 170, здесь 159. Смотрим, сколько у нас суммарно. Суммарно 595. Мне такое не нравится. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю, чтобы они у меня были хотя бы 600. 610H. Вот это немножко должна быть уже. Пускай она будет, например, 600. Высота 710 меня устраивает. Здесь мне нужно сделать 170. Раз. И делаю вот так, 170. Теперь у меня эти вертикали совпадают. Теперь к этой делаю то же самое. Вертикали совпали. Отлично. Вот здесь и здесь. Мне нужно, чтобы расстояние между ними было не 138, как здесь. И, наверное, даже не 165, как здесь. Это я еще потом посмотрю. А 160, как здесь, потому что у меня вот эта часть, она хоть и овальная, но она не такая круглая, как непосредственно буква О. Поэтому, наверное, я ее... Да, в принципе, нет, я сделаю также ее 165, как и здесь. На 155 она у меня находится. Смотрим. Раз, два. 150. Общая высота. 160. 1, 2, 3, 4, 5.
Не хватает мне линеек здесь. Они, наверное, включены. Да, вроде ничего здесь не поменялось. Ну, допустим. Хорошо. Теперь мне нужно сделать так, чтобы вот это было посередине между вот этими двумя. Как мы это делаем? Мы просто, во-первых, их уравняем. На всякий случай, если вдруг они не на одном уровне. И вот эти уравняем. Они у меня на одном уровне, поэтому все хорошо. Если бы вдруг они были у меня не на одном уровне, вот, допустим, вот так, то я могу их уравнять. Вот так я их выровнял, меня все пока устраивает. Что теперь мы делаем? Теперь мы смотрим расстояние от этой точки до этой, от этой до этой. 55, 55. Смотрим размеры этого сегмента. 309. Размеры этого сегмента 291. То есть у меня должно быть по 300, я полагаю. Делаем по 300. 300 здесь. 300 здесь. Все четко, они у меня ровно посередине. Вот эти тоже на одинаковом расстоянии. Что мы теперь делаем? Теперь мы делаем вот что. Превращаем вот эти прямые отрезки в кривые. Для этого нам нужно сделать вот что. В первую очередь я делаю вот эти два узла гладкими. Кликаю сюда, и у меня получилась вот такая штука. Пока не очень похоже на букву Ю. Теперь беру вот это значение и снова кликаю сюда. Видите, они у меня выровнялись. Теперь у меня они продолжаются и похожи на уже букву Ю. Но она пока не очень красивая, поэтому что мы делаем? Выбираем вот эти два хендла с зажатым альтом, чтобы мы регулировали не только этот, но и противоположный. И с зажатым шифтом, то есть у меня комбинация Alt-Shift. Начинаю двигать, и мы видим, что у нас уже больше это похоже на букву Ю. Вот эта часть мне нравится, вот эта часть не нравится. Выбираю вот эти два хендла с зажатым альтом и шифтом, я сдвигаю вверх. Таким образом у меня вот эти хендлы останутся на месте, а узлы сдвинутся. То есть если я просто зажму Shift, то хендлы, видите, у меня сдвигаются, а я зажимаю Alt-Shift, хендлы у меня остаются на месте, а вот кривая немножко по-другому выглядит. Отлично, теперь выбираем вот эти два хендла. Раз, два, три. Здесь, ну, можно, в принципе, их вот так вот сдвинуть, а эти сделать даже чуть-чуть побольше. 165, 170, все хорошо. Теперь Ctrl-A, Ctrl-Alt-L. Мы выделяем все Tuning Lines, делаю двойной клик, они у меня выровнялись, более плавная такая форма получилась. Вот это, наверное, я сделаю побольше, повыше, вот так. Вот, в общем, в чем преимущество такого способа? Он позволяет нам, ввиду того, что все узлы находятся на каком-то равном удалении, на какой-то равной кривой, изменять их параллельно. То есть таким образом у меня идеальная симметричность левой и правой части вместе дает полноценную букву. Вот. Как вы будете рисовать, решать только вам. Я вам два варианта нарисовал, обычно я все делаю так. То есть, когда сначала я расставляю контрольные узлы, и только потом меняю тип этих узлов, и добавляю где-то гладкость вот такую, где-то ее не добавляю соответственно. Но здесь еще нужно поменять направление, чтобы вот стартовая точка у нас была со стрелкой наружу. Сравниваем с лайтом, здесь все совпадает, проверяем вариативность, все работает. Ну, то есть это заняло у нас не так много времени, если бы я еще не объяснял, а просто делал. Поэтому пользуйтесь, это вполне себе удобно. То есть Pen Tool нам нужно только, чтобы просто быстрый вот такой набросок сделать. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.